Привет, привет, доброе утро, друзья! У меня сегодня пижамное утро. Как вам моя пижама? Вы слышите? Вы слышите? Я заболел. И, как всегда, по закону подлости, я заболел перед отпуском. Завтра я улетаю на Тенерифе к своему другу. Я планирую 10 дней ничего не делать, лежать у бассейна, загорать, читать книги и ничего не делать, отдыхать. И, как всегда, по закону подлости я заболел перед отпуском. Вы знаете, что такое закон подлости? По-английски говорят, что это закон Мёрфи, но по-русски мы говорим закон подлости. Вот как всегда, по закону подлости я заболел. Поэтому вы слышите, что у меня заложен нос, у меня болит горло, и поэтому мои лучшие друзья в течение этих дней — это градусник, это спрей для носа, спрей с морской водой, чтобы промывать нос. Это еще один спрей для носа, или мы по-русски говорим пшикалка для носа, потому что она пшикает. Пшикалка для носа. Это леденцы для горла, или мы говорим иногда сосульки для горла, или сосучки для горла. Но вообще-то леденцы для горла и таблетки с какими-то травами, маслами, которые, я надеюсь, мне помогут. Но я оптимист. Я во всем вижу хорошее, стараюсь видеть хорошее. Есть хорошая новость, у меня нет температуры. Надеюсь, это хорошая новость. Поэтому, несмотря на заложенный нос, несмотря на больное горло, я хочу записать этот влог для вас, дорогие друзья. И хочу сегодня поговорить, даже не просто поговорить, а поделиться мыслями по поводу изучения языка. Мои подкасты, мои влоги посвящены изучению русского языка, конечно. Но я недавно, друзья, стал активнее изучать испанский язык. Вы знаете, что я живу в Барселоне. И у меня в моей жизни появился человек, который меня замотивировал, который стал мотиватором для того, чтобы я еще активнее изучал испанский язык. И я вот эту мотивацию, которую получил от этого человека, хочу передать вам. Может быть, вы тоже получите эту мотивацию и будете активнее изучать русский язык. И я, конечно же, чувствую вопрос многих из вас, где Мартин. Давайте я вам покажу Мартина. Я возьму камеру и покажу вам Мартина. Поставлю камеру сюда, чтобы вы видели вашего любимца, вашего любимого Мартина. Все, Мартин сказал всем привет. Теперь мы можем продолжить наш разговор. Так, я не знаю, где мне сесть, чтобы был хороший свет и чтобы, окей, сяду туда, где я сидел. Мартин, хочешь ко мне? Иди ко мне. Будем рассказывать нашим студентам. Итак, друзья, недавно я познакомился с одним парнем из Москвы. И он по национальности калмык, но всю жизнь жил в Москве и родился в Москве, и учился в Москве. И, конечно, когда началась война, мобилизация, по многим причинам он понял, что ему некомфортно оставаться в России, поэтому он переехал в Барселону. И мы познакомились с ним месяц назад. Его зовут Сарик, но полное имя Саранг. Это калмыкское имя. И мы очень подружились. Мы стали хорошими друзьями. У меня такое ощущение, что мы знаем друг друга много-много лет. Бывает такое, что вы знакомитесь с человеком и понимаете, что у вас так много общего, у вас одно чувство юмора, вы говорите на одном языке и в буквальном смысле, и в переносном смысле. Видите, я так плохо себя чувствую, что у меня проблемы с координацией. Я могу рукой себе заехать в глаз рукой, ударить пальцем. Так вот, и мы абсолютно случайно познакомились, и в первый же вечер, когда мы познакомились, мы 4 часа гуляли по Барселоне, разговаривали. В общем, мы очень-очень подружились. И я надеюсь, что действительно мы станем хорошими друзьями. Хотя ему
31 год, то есть у нас разница 12 лет, но у нас много общего. Сразу хочу сказать, никакого романтического подтекста нет. Мы действительно очень подружились, стали друзьями. И Сарик переехал в Барселону примерно в то же время, когда я переехал. Разница 2 недели всего. И это было 3 года назад, в 2022 году. И Сарик, так же как и я, пошел в языковую школу, где он изучал испанский язык. Он поступил в кулинарную школу, хотя по образованию он юрист, но вы знаете, когда ты переезжаешь в другую страну, ты начинаешь жизнь с чистого листа. С чистого листа. Очень хорошая фраза. Начинаешь все заново. Ты находишь заново друзей, ты начинаешь учиться чему-то, что-то изучать. Ты просто начинаешь жить заново. Так вот, Сарик поступил в школу, он активно изучал испанский язык, потом он поступил в кулинарную школу, и там тоже он учился. И все эти почти 3 года он был окружен исключительно людьми, которые говорили на испанском языке и на каталанском языке. Кстати, тоже интересный момент. По нормам русского языка нужно говорить каталанский язык, но сами каталонцы, некоторые, которые владеют русским, просят, чтобы их язык называли каталонским. Тоже такой политический вопрос, политический момент немного, но по нормам русского языка язык каталанский. Так вот, и когда мы познакомились с Сариком, он сказал: ты знаешь, за эти 3 года ты мой первый русскоязычный друг здесь, потому что он всегда общался с испанцами, с каталонцами. И вы знаете что, друзья? Я могу сказать, что я сдал экзамен по испанскому языку на уровень B2 год назад, но Сарик говорит по-испански практически как носитель. И я подумал, как все-таки важно говорить. Как важно говорить. Конечно, я всегда это повторяю в своих подкастах. Очень важно говорить и делать все, чтобы ваш речевой аппарат привыкал к языку. Я могу сказать, что Сарик стал моим мотиватором после того, как я познакомился с ним и увидел, каких успехов он достиг после того, как я услышал, как отлично он говорит по-испански. Я начал активнее изучать язык. Я теперь каждый день, как минимум час, с преподавателем онлайн занимаюсь испанским языком, причем разговорным языком. Я говорю. И могу сказать, что я это делаю уже почти месяц. Я уже чувствую прогресс. Поэтому, дорогие друзья, вот эта долгая история моя на самом деле ведет к одной простой мысли, что если вы хотите хорошо говорить по-русски, вам нужно говорить. Навык говорения развивается только когда вы говорите. Нельзя научиться говорить, если вы не говорите. Поэтому, друзья, прямо сейчас, вот прямо сейчас, дайте себе установку, продолжать учить грамматику, продолжать писать по-русски, читать по-русски. Но установка номер 1 — как можно больше говорить по-русски. С ошибками, без ошибок. Вы можете говорить как Тарзан, неправильно, но вы должны говорить. Ваш речевой аппарат должен привыкать к русскому языку. В вашей голове должны появляться новые нейронные связи. Вы должны привыкать формулировать свою мысль на русском языке, конструировать фразы и так далее. Вы должны учиться это делать, вы должны практиковаться, и только тогда вы сможете говорить отлично на русском языке. Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться. Я ничего нового не скажу вам и не сказал, я об этом говорил много раз, просто я надеюсь, что так как меня замотивировал Сарик, я надеюсь, что я смогу эту мотивацию передать также вам. Поэтому, дорогие друзья, ищите любые возможности говорить по-русски. Я знаю, что есть очень много приложений, есть очень много платформ и сайтов по языковому обмену, где вы можете общаться с людьми, которые изучают ваш родной язык. Поэтому, друзья, говорите как можно больше по-русски. Это главный навык, который нужно развивать. Да, писать важно, читать важно, знать грамматику важно, но мы изучаем язык в первую очередь, чтобы была коммуникация. Поэтому говорение, на мой взгляд, это самое важное. У меня есть очень много студентов, которые хорошо пишут, хорошо знают грамматику, но не очень хорошо говорят или боятся говорить. Или у них не развит этот
навык. Поэтому говорите, говорите, говорите как можно больше. Если вы хотите говорить со мной, напомню, что вы можете заказать урок на моем сайте russianradioshow.com. У меня есть разговорные уроки, надеюсь, хорошие, интересные. Мои студенты обычно хвалят эти уроки. И у меня есть русский разговорный клуб. Но к урокам и к русскому разговорному клубу я вернусь после отпуска. Все, мы с Мартином говорим вам до свидания. Да, Мартин, давай скажем до свидания нашим студентам. Мы с тобой завтра летим на Тенерифе. Мы будем отдыхать. Да, я лечу с Мартином. И может быть, я буду выкладывать какие-нибудь фотографии или сторис, или посты в разных социальных сетях. Кстати, напомню, что вы можете подписаться не только на мой Instagram Russian Radio Show, но есть мой личный Инстаграм. Если вы хотите немножко увидеть мою личную жизнь, вы можете тоже меня найти. Да, и, кстати, если вы забыли всю лексику по теме болезни, простуды, высокая температура, лекарства, у меня есть очень хороший влог на эту тему. Сейчас вот здесь покажу ссылку, вы можете нажать и повторить всю лексику по теме здоровья, болезни, лекарства и так далее. Не болейте и, самое главное, изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу, и поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. Все, пока!